зовут Ваня Ищенко, и сегодня я хочу вам представить свою тему про незащищенный код в C#. Хочу поблагодарить моего коллегу Алексея за прекрасную тему и достаточно полезную, так как она очень часто применяется в больших проектах. И перед началом презентации давайте я вам расскажу немножко о себе. Я .NET-разработчик, работаю в компании Smart Business, работаю над коммерческими проектами и сейчас занимаюсь разработкой веб-платформы на ASP.NET Core. Собственно, о чем мы с вами сегодня поговорим? Сегодня мы с вами рассмотрим такие темы, как незащищенные контексты, поговорим с вами про то, какие могут быть типы указателей, про то, что такое фиксированные перемещаемые переменные, как применяются указатели в выражениях и что такое динамическое выделение памяти и как оно в целом работает. Наша с вами сегодняшняя тема – это незащищенный код в C#. Многие спросят, почему он незащищенный и в чем его такая опасность. На самом деле никакой опасности нет. То есть незащищенный код в C# разрешает вам использовать указатели и ссылки на прямые ячейки в памяти и работать с ними непосредственно. То есть вы можете управлять, как вы управляете вашей памятью в приложении и разрешать вашему приложению доступаться к памяти напрямую. Незащищенный код, он только для Common Language Runtime, то есть для CLR, потому что CLR не контролирует все, что происходит в незащищенном коде, и поэтому для него он считается незащищенным. Для пользователя вполне себе нормально. Для того, чтобы использовать незащищенный код в вашей программе, вам нужно использовать модификатор unsafe. Когда вы используете модификатор unsafe, код понимает, что вы хотите напрямую работать с вашей памятью или как-то управлять сборкой мусора. В таком случае вы можете использовать ссылки и указатели при помощи звездочки или амперсанта. Ну что ж, начнем нашу с вами презентацию с незащищенных контекстов. Что такое в целом незащищенный контекст? Незащищенный контекст – это, как я уже сказал немножко ранее, это введение модификатора unsafe. Когда вы вводите модификатор unsafe, программа понимает, что вы будете использовать участок кода в незащищенном контексте. Давайте же с вами посмотрим способы, как мы можем ввести незащищенный контекст. Вы можете объявить класс, структуру, интерфейс или делегат с модификатором unsafe. В таком случае программа будет понимать, что в данном участке кода используется незащищенный контекст. И весь этот ваш участок вы можете использовать вместе с ссылками, указателями и всеми возможными способами, которые предоставляет вам незащищенный код в C#. Вы можете объявить поле, метод, свойство или какое-то событие, и этот способ также может включать модификатор unsafe. Так вы скажете программе, что вы хотите использовать незащищенный контекст. Либо же вы можете использовать ненадежный контекст в блоке. Вы можете объявить блок unsafe, в котором вы будете выполнять какие-то действия, которые вам необходимо сделать с вашей памятью. Давайте же рассмотрим это все на примерах. На первом примере мы объявляем структуру узла дерева, на котором мы объявляем поле value и левые и правые узлы. Также мы можем объявить незащищенным контекстом не саму структуру, чтобы у нас вся структура использовалась как незащищенный контекст, а именно поля left и right, что мы можем видеть на примере номер 2. И в таком случае именно поля left и right у нас становятся незащищенными контекстами. Далее мне бы хотелось вам рассказать про типы указателей, которые есть в C#. В целом, типы данных в C# делятся на 3 типа. Это типы значений, типы указателей и типы ссылок. Мы сегодня с вами чуть подробнее поговорим именно про типы указателей и типы ссылок. Для того, чтобы получить ссылку на ваше значение, которое вы определили, вам нужно использовать оператор амперсанта. Тогда вы получите ссылку на ячейку в памяти, в которой у вас хранится данная переменная или объект. Для того, чтобы использовать незащищенный код, вы должны объявлять указатели и ссылки только из неуправляемых типов. Давайте с вами рассмотрим, что такое в целом неуправляемый тип. Неуправляемый тип – это любой тип, который не является ссылочным типом или сконструированным типом. И также не может включать в себя ссылочный тип или сконструированный объект на любом уровне вложенности.
Неуправляемые типы могут быть одни из следующих. Это либо один из перечисленных типов данных, которые сейчас вы видите на слайде, либо это может быть абсолютно любой enum, который вы объявляете. Также это может быть абсолютно любой тип указателя и любая структура, объявляемая пользователем, которая не является сконструированным типом и содержит поля только неуправляемых типов. Давайте мы с вами поговорим о том, что такое фиксированная и перемещаемая переменная. Собственно, я думаю, для начала надо разобраться в целом, что же такое фиксированная или перемещаемая переменная. Я думаю, что из названия можно частично понять, что фиксированная переменная — это та переменная, которая зацеплена уже в нашей памяти компьютера и никак не может перемещать свое местоположение. И фиксированная переменная не видит garbage collector. То есть для того, чтобы их убрать и убрать из них мусор, который мы не хотим дальше держать в нашей программе, мы должны четко сказать garbage collector, что он должен отработать на этом месте. И также есть перемещаемая переменная. Перемещаемая переменная — это те переменные, которые могут менять свое местоположение в коде и собираются garbage collector. В целом это может быть абсолютно любой объект, который вы объявляете в вашем коде. В C# переменные разделяются на фиксированные и перемещаемые в незащищенном коде благодаря символу амперсанда или оператору fixed. Давайте рассмотрим с вами способы, как мы можем получить фиксированные переменные. Фиксированная переменная — это переменная, которая получена путем инициализации и ссылается на локальную переменную. Но только в том случае, если переменная не будет захвачена анонимной функцией. Это может быть переменная, которая получена в результате доступа к памяти формы. Допустим, вы объявили какой-то объект и хотите получить какое-то его поле, и только в таком случае, где v является фиксированной переменной типа структура. Либо же это может быть переменная, которая получена через косвенное обращение звездочка p. Насчет того, что такое косвенное обращение, мы с вами поговорим немножко позже. Сейчас я хотел бы с вами обсудить, что такое указатели в выражениях. Это самая мозговзрывающая тема, на самом деле, в незащищенном коде. Мы с вами рассмотрим некоторые аспекты из этой темы. Но для начала я бы хочу предложить обсудить, что такое косвенное обращение к указателю. Рассмотрим же с вами на примере. В данном примере мы видим, что мы объявляем блок onSafe, в котором объявляем символьную переменную со значением a. Мы создаем ссылку на нашу букву и пытаемся вывести информацию о ней в консоль. Для начала мы выводим саму букву, которую мы объявили в самом начале нашего блока. Дальше мы выводим адрес этой переменной, которая у нас хранится в памяти. И дальше через косвенное выражение, косвенное обращение к нашему указателю, мы пытаемся изменить его значение на z. Для того, чтобы изменить значение, мы перед нашей ссылкой ставим звездочку, пишем название нашей переменной и пишем название переменной, на которую мы ссылаемся. И дальше мы выводим именно переменную, которую мы объявили в самом начале, которую мы изменили благодаря косвенному обращению к нашему указателю. Также есть возможность получить доступ к членам указателя, если, допустим, вы объявили какую-то структуру. На данном примере мы имеем структуру координаты, у которой есть два поля x и y и переопределенный метод toString. В нашем методе main мы объявляем нашу структуру и создаем на нее указатель, где пытаемся через символ стрелочку получить доступ к ее каким-то параметрам и задать им какое-то значение. И в конце мы, благодаря console WriteLine, пытаемся вывести нашу структуру и получаем output 3,4. Таким способом мы получили доступ к элементам нашего указателя и задали им какое-то значение. Поговорим про динамическое выделение памяти. Память делится в целом на два типа. Это либо статическое выделение памяти, либо динамическое выделение памяти. Если говорить насчет статического выделения памяти, то это можно сделать благодаря оператору stack-alloc. Благодаря этому оператору мы можем
явно в коде определить, сколько памяти мы хотим выделить на тот или иной объект, и именно столько памяти в программе и выделится. То есть ни больше, ни меньше. Если вы будете выходить за рамки выделенной памяти, программа вам скажет об этом или выбросит какую-то ошибку. Насчет динамического выделения памяти, на самом деле базовый C# не предоставляет такой возможности, и воспользоваться динамическим выделением памяти вы можете благодаря каким-то сторонним библиотекам, либо же внутренним встроенным конструкциям из операционной системы. Далее я хотел бы вам показать небольшое демо, которое я подготовил. На демо я хотел бы представить, как мы решаем факториал итеративным способом при помощи незащищенного кода. У нас есть класс Program, в котором у нас есть статический метод main. Мы объявляем блок unsafe для того, чтобы использовать незащищенный код. Для того, чтобы использовать незащищенный код, мы можем пойти в properties нашего проекта, зайти в настройки билда, и тут есть галочка, которую мы можем поставить allow unsafe code. Благодаря этой галочке мы можем использовать незащищенный код в нашей программе. Для начала мы объявляем размер нашего будущего массива, в котором мы будем считать наш факториал. Я решил поставить размер 12, чтобы красиво было. И создаем указатель на наш новый созданный массив выделенного размера 12. Мы выделяем размер благодаря оператору stack-alloc. И создаем указатель на наш массив значений. Мы присваиваем первой ячейке значение единицы, потому что факториал в целом считается из единиц. И будем начинать с факториала второго числа. От единицы и до 12. И циклом начинаем пробегаться по нашему массиву и считаем факториал для каждого числа, который находится у нас в массиве. И выводим это все на консоль. Давайте же посмотрим, что у нас в целом получится. И благодаря незащищенному коду мы только что посчитали факториал от 1 до 12 чисел. Если хочется, можно проверить на калькуляторе. В целом моя презентация подходит к концу, поэтому хотел бы вам представить некоторые ссылки, которые я нашел для себя полезными, и если вам захочется чуть побольше узнать об этой теме, я бы советовал вам их прочитать. Может быть, подробное описание работы выражений над указателями, либо в целом описание незащищенного кода в C# от Microsoft, либо же это примеры незащищенного кода из теории. Всем большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я внимательно слушаю. Все, тогда всем спасибо, хорошего вечера.